В этом видео мы рассмотрим возможности для преобразования сеточных моделей и разрезов, а также возможности для математических вычислений с сеточными моделями и разрезами. Предварительно в проект были загружены сеточные модели плотности и скоростей продольных волн. Они же были загружены в качестве разрезов. То есть разрезы и сеточные модели – это сущности похожие, но непосредственно сеточные модели используются в процессе моделирования. И также к разрезам было загружено распределение средних значений плотности на каждой глубине. И кроме того, в проекте также имеется блочная модель, состоящая из двух блоков. Они дальше понадобятся для некоторых вычислений, в частности для пересчета скоростной модели плотностную по разным формулам в разных слоях. Начнем с возможностей для редактирования сетки моделей и разрезов. В программе имеются встроенные опции для изменения параметров сетки, то есть минимальных, максимальных координат и шага по каждой оси. Для того, чтобы преобразовать параметры сетки сеточных моделей, необходимо зайти во вкладку «Редактировать», «Grid», «Regrid». И здесь можно выбрать либо какую-то конкретную сеточную модель, либо сразу преобразовать параметры всех моделей. Выберем плотностную модель, но предварительно убедимся, что параметры плотностной модели соответствует тому, что мы видим на экране. То есть при выборе сеточной модели плотности мы видим окно, в котором появляются параметры плотностной модели, минимальные и максимальные координаты и шаг. И мы можем увидеть, что минимальные и максимальные координаты соответствуют тем, которые указаны в окне. Дальше мы можем указать любые параметры, то есть мы можем расширять модель, либо наоборот сужать. Можем менять шаг, можем указывать как больший, так и меньший шаг. Вот, расширим модель по горизонтали и по вертикали и уменьшим шаг, точнее увеличим шаг, чтобы уменьшить количество ячеек и загрубить модель. Жмем ОК, и мы видим, что плотностная модель расширилась, и количество ячеек при этом в ней уменьшилось, то есть модель стала более грубой. Для того, чтобы изменить параметр разбиения разрезов, необходимо правой кнопкой мыши в разрезах нажать по необходимому разрезу и выбрать пункт Regrid. Аналогично, в принципе, можно было также и выбрать необходимую сеточную модель через дерево проекта. Движемся далее. Также во вкладке «Редактировать грид» имеется еще 4 опции. Эти опции распространяются на видимую модель. То есть это может быть как сеточная модель, так и разрез. Первая опция – это проредить. Она нужна для того, чтобы уменьшить количество ячеек вдоль какой-то оси в некоторое целое количество раз. Например, мы можем по горизонтали уменьшить количество ячеек в 2 раза, по вертикали в 3 раза. Данная опция вполне может быть заменена опцией Regrid. Также сеточную модель, которая сейчас отображается, можно отразить по вертикали, если, например, при загрузке использовался файл, в котором глубины отрицательные. То есть можно было загрузить в таком виде модель, и ее можно отразить по вертикали. Также можно ремасштабировать. Эта опция нужна для того, чтобы домножить координаты по горизонтали и по вертикали на некоторый масштабный коэффициент. Например, таким образом можно менять единицы измерения. Например, переводить из километров в метры. Но не обязательно указывать для каждой оси одинаковые числа. Мы можем, например, ось X расширить в 100 раз, по оси Z увеличить грид в 10 раз. Подберем автоматически параметры окна и увидим, что действительно по горизонтали модель растянулась в 100 раз, по вертикали в 10 раз. И, наконец, последняя опция – это граница грида. Она, как и предыдущие 3 опции, применяется к видимому гриду, то есть видимой сеточной модели или разрезу. В данной опции можно явно указать координаты углов модели, то есть ей также можно заменять опцию ремасштабировать. Например, мы можем указать, что по горизонтали модель должна начинаться на минус 20 тысячах и заканчиваться, например, на 80 тысячах. По вертикали она может начинаться на нуле и заканчиваться на 1300 метрах. Мы можем здесь указать абсолютно произвольные значения, и дальше модель поменяет свои геометрические параметры, и они будут выставлены теми значениями, которые указал пользователь.
Вернем плотностную модель первоначальную и перейдем к математическим преобразованиям. В программе имеются встроенные опции для выполнения математических преобразований с сеточными моделями и разрезами, и начнем с разрезов. Для разрезов в программе имеется встроенный калькулятор, который выполняет поэлементные вычисления по заданной формуле. Калькулятор можно открыть правой кнопкой мыши по разрезам в дереве проекта, и дальше выбираем пункт «Калькулятор». В появившемся окне появляется список всех доступных разрезов и их обозначения, которые нужно использовать в формуле. Ниже располагается строка для ввода формулы. Формула может содержать практически любые математические операции, то есть сложение, вычитание, умножение, деление и более сложные операции, например, логарифмы, степени, тригонометрические функции и многое другое. Начнем с простого примера и вычислим значение избыточной плотности. Для этого нужно вычесть из разреза плотности разрез средних плотностей. Мы пишем формулу G2 минус G3. Нажимаем «Вычислить» и можем увидеть, что во вкладке «Разрезы» появился новый разрез. Его название по умолчанию заполнилось, исходя из формулы, но название можно поменять через менеджер свойств и указать, например, избыточная плотность. Вот. Ну и по масштабу величин, и по внешнему виду можем убедиться, что действительно разрез похож на избыточные плотности. Снова откроем калькулятор и рассмотрим следующий, более сложный пример. Попробуем перевести распределение скоростей продольных волн в плотность по общей формуле Гарднера. По данной формуле плотность вычисляется как 31/100 умножить на скорости продольных волн в степени 1/4. Для того, чтобы записать такую формулу, мы используем следующий синтаксис. 0,31 умножается на следующую конструкцию. Ключевое слово mass нужно для того, чтобы вызвать некоторую именованную функцию, которая выполняет математическое действие, в данном случае степень. И аргументами степени является число, которое возводится в степень, в нашем случае это скорости продольных волн, то есть G1, и сама степень. То есть более сложные математические операции вызываются с помощью ключевого слова mass, и после точки указывается название функции. Более подробное описание синтаксиса можно найти в инструкции к программе. Также обратите внимание, что формула чувствительна к регистру, то есть слово mass должно быть написано обязательно с большой буквы, ну а наименование функции должно быть опять же написано в правильном регистре, в данном случае с маленькой буквы. Итак, мы ввели формулу, нажимаем «Вычислить», и мы можем увидеть, что полученный разрез по масштабу величин похож на плотности. Ну и если мы переключимся на сеточную модель плотности, то мы можем увидеть, что действительно абсолютно такой же разрез и получился. Собственно, данная плотностная модель, она как раз и была вычислена ровно по той же формуле. При работе с калькулятором для разрезов можно было заметить, что в списке доступных элементов имеются только разрезы. То есть элементы, загруженные в качестве сеточных моделей, в калькуляторе для разрезов не фигурируют. Конечно, любую сеточную модель можно добавить в разрезы, и тогда она будет уже использоваться при вычислениях. Но, кроме того, для сеточных моделей также имеется встроенный калькулятор, который находится во вкладке «Модель», «Grid», «Математические операции», «Формула». Появляется окно, в котором также можно ввести формулу. Обозначения располагаются ниже, то есть на строчку ниже можно увидеть обозначения для всех сеточных моделей, имеющихся в проекте. И также цветом показываются элементы, которые доступны или недоступны в проекте. Зеленые обозначения могут быть использованы, красные отсутствуют в проекте и не могут использоваться в формуле. Также можно заметить, что помимо всех сеточных моделей в формуле может фигурировать глубина. Например, мы можем скорости продольных волн умножить на глубину и получить некоторое новое распределение свойств, которое дальше может использоваться при интерпретации. Результат вычислений добавляется в виде нового разреза, и при необходимости его можно задать как любую из сеточных моделей и использовать при моделировании.
Движемся дальше и рассмотрим остальные опции, которые доступны во вкладке «Модель грид». Начнем с опции заполнения нулей грида. Она нужна для случаев, когда в гридах имеются пустоты, то есть нулевые ячейки, и их можно заполнить с значений с ближайших ячеек. Заполнение происходит по вертикали. Данная опция может быть актуальна, если вы, например, конвертировали блочную модель в сеточную, и в блочной модели где-то были небольшие пустоты, незаметные глазу, а на сеточной модели они уже проявились в виде нулевых ячеек. Можем искусственно создать такие пустоты с помощью ручного редактирования сеточной модели, заполним нулями небольшую область. И с помощью функции заполнения нулей данные ячейки заполнились ближайшими значениями по вертикали. Отменим эти действия и движемся дальше. Отмечу только, что заполнение нулей грида происходит для видимой модели, то есть это может быть любая сеточная модель или разрез, который сейчас визуализируется. Движемся дальше. Дальше имеется два варианта опций для обнуления сеточных моделей. Можно либо полностью обнулить модель, сейчас мы полностью занулили плотность, либо можно полностью обнулить, точнее обнулить модель в блоке. Если у вас имеется блочная модель, вы можете указать номер блока, внутри которого необходимо заполнить все нулями. Номер блока можно увидеть либо в таблице, либо под курсором мыши, когда он перемещается над блоком. В нижнем левом углу подписывается номер блока. Заходим во вкладку «Модель Grid обнулить в блоке», выбираем плотность и выбираем номер блока. Например, внутри второго блока хотим все занулить и видим, что здесь теперь все заполнено нулевыми значениями. Идем дальше, и следом идет вкладка математических операций. Мы ее уже использовали, когда вычисляли некоторые преобразования сеточных моделей по формуле. Также здесь имеются опции для прибавления и вычитания грида, загруженного из файла. То есть, например, из текущего грида, из текущей сеточной модели плотности мы можем вычесть какую-то другую модель. Например, мы можем из файла загрузить средние значения плотности и вычесть их. И мы видим, что распределение плотности заменилось новыми значениями с учетом вычитания того, что было раньше. Мы можем теперь решить прямую задачу для этой модели и увидеть некоторое поле. Если отменим, то мы увидим, что уровень немного меняется, потому что меняются средние значения. Движемся дальше. В этой же вкладке математических операций есть опция вычисления градиента, также по видимой модели. Можно вычислить градиент по горизонтали, по вертикали и модуль полного градиента, то есть корень из суммы квадратов вертикального и горизонтального градиента. Данная опция применяется, опять же, к видимой модели и создает во вкладке «Разрезы» новый разрез. В отличие от предыдущих двух опций с прибавлением и вычитанием гридов, которые именно заменяют видимый грид. Движемся дальше. Далее идет вкладка послойного уровня. Для ее использования переключимся на плотность для наглядности. Данная вкладка нужна для того, чтобы производить некоторые вычисления с учетом средних значений на каждой глубине. Минимум на 0 вычитает из видимой модели минимальные значения на каждой глубине. Если мы нажмем на данную опцию, то мы просто из плотностной модели на каждой глубине вычтем минимальное значение. Отменим это действие. Аналогично работает вычитание средних значений, то есть среднее на 0. На каждой глубине вычисляется среднее значение по видимой модели, и это среднее значение вычитается на каждой своей глубине. И, наконец, последний элемент в данном списке – это горизонтальное среднее в блоках. Данная опция нужна для вычисления средних значений на каждой глубине, но средние значения вычисляются с учетом блоков. Запустим данную опцию и увидим, что там, где и происходит, на тех глубинах, на которых имеется несколько блоков, средние вычисляются в пределах каждого блока по отдельности. Движемся дальше.
после операции с послойным уровнем имеется опция сгладить края, которая нужна для того, чтобы для самого левого и для самого правого ряда ячеек выставить такие же значения, как на соседних рядах ячеек. Это бывает актуально, когда вы решаете обратную задачу гравиразведки или магниторазведки, и происходят некоторые скачки на самой границе модели. То есть вы можете выбрать эту опцию, и она заполнит самый левый, самый правый ряд ячеек с границ. Если мы сильно приблизимся, то можем даже попробовать произвести небольшую замену. То есть мы можем приблизиться так, чтобы было видно самый левый ряд. Вот мы заполнили здесь. Вот мы выставили на одной ячейке нулевое значение. Если мы сгладим края, то произойдет замена, то есть возьмется просто ряд справа и заполнит самый левый ряд. Движемся дальше. Дальше идет два блока, связанные с преобразованием скоростных моделей в плотностные, ну и наоборот, плотностных в скоростные. Начнем с пересчета скорости в плотность. Скорость в плотность можно пересчитать с помощью формул для каждого слоя. Если у вас имеется блочная модель, то при активации данной опции вы увидите новое окно, в котором имеется список слоев, список блоков. Номера, опять же, соответствуют номерам блоков из таблицы. И каждому блоку можно указать один из вариантов пересчета. То есть можно пересчитать по общей формуле Гарднера, можно заполнить, например, константной, использовать формулы для водонасыщенных, газонасыщенных пород или квадратный трехчлен. Также, если вам не подходит ни один из указанных вариантов, то вы можете ввести свою формулу, синтаксис которой аналогичен синтаксису формул для сеточных моделей. То есть также скорость продольных волн обозначается ВП, плотность обозначается ден и так далее. Ну и ради примера попробуем заполнить верхний слой константным значением, например, 2 грамма на сантиметр в кубе. А для нижнего слоя используем формулу Гарднера. Жмем ОК и видим, что действительно преобразование произошло, как мы и хотели. Верхний блок заполнился значениями 2 грамма на сантиметр в кубе, а ниже произошел пересчет по формуле Гарднера, ну и ниже модель, собственно, не поменялась. Можем пересчитать прямую задачу, увидеть некоторые изменения в поле. Аналогичным образом можно пересчитать плотностную модель в скоростную. То есть надо зайти во вкладку «Глубина, плотность, скорость» и, опять же, выбрать некоторые законы, по которым вы хотите пересчитывать. Например, верхний слой можно заполнить скоростью 1500 метров, а слой нижний, второй слой, заполнить по формуле Гарднера. Вот. Ну и мы переключаемся автоматически на разрез скоростей и видим, что верхний слой полностью заполнен значениями 1500 метров в секунду, а нижний слой пересчитался по формуле Гарднера. Кроме того, во вкладке пересчета скоростной модели в плотностную имеется опция пересчета по общей формуле Гарднера, то есть вся модель пересчитывается по формуле Гарднера 31 на скорость продольных волн в степени 1/4. И также имеется возможность для пересчета скоростной модели в плотностную с помощью машинного обучения. Для этого необходима обучающая выборка в виде текстового файла. Требования к формату текстового файла указаны в инструкции к программе. Мы загружаем обучающую выборку. При загрузке сразу же происходит обучение модели. Вы можете выбрать один из алгоритмов, указанных в списке. По умолчанию выбран градиентный бустинг, строящийся на деревьях. И дальше вы можете перебирать параметры модели, менять обучающую выборку. И если вас устраивает результат обучения по кросс-валидации, здесь также указывается среднеквадратическая ошибка по кросс-валидации, вы можете нажать «Рассчитать плотности» и с помощью машинного обучения, имеющийся в проекте разрез скоростей продольных волн, поперечных волн и также с учетом номеров слоев, все это будет пересчитано в распределение плотности. Вот мы можем увидеть, что у нас немного другое распределение плотности.
Мы можем пересчитать прямую задачу и увидеть, что результат поменялся. Что касается пересчета плотностной модели в скоростную, то в текущей версии имеется возможность пересчета только по формулам, как мы уже рассмотрели, и по общей формуле Гарднера. Вот. Ну и, наконец, последний элемент в данном меню – это статистика. Для видимой модели можно рассчитать статистику по блокам, то есть можно увидеть минимальное, максимальное и среднее значение свойств в каждом блоке. Статистика рассчитывается по видимой модели. Вот на этом данное видео заканчивается. И при работе с моделями не забывайте сохранять проект.